Всем привет, ребята! Ну что, настало время рассказать вам о том, как же прошел концерт Slaughter to Prevail в Казани 13 ноября в клубе «Верк». Но прежде чем мы начнем, я переодела Лепса, чтобы он подходил. Сначала я не думала снимать такой видос, потому что про слотеров у меня очень много видео на канале, и я думала, что я сходила на концерт и как бы получила свою дозу впечатлений, эмоций, и все. Но вы очень сильно и активно просили меня о том, чтобы я прям рассказала, как оно все прошло, и каким макаром вообще я умудрилась встретить ребят, сфотографироваться с ними и тому подобное. Поэтому я подумала, почему бы и нет. Вы любите периодически смотреть разговорные видосы, наливайте себе чаечек, там берите что-то покушать и погнали. Ну, начнем с того, что билет на Slaughter to Prevail я взяла очень давно, по-моему, еще в 2020 году. Они должны были приехать весной, но тур перенесли из-за пандемии и прочего говна. И я уже думала, что на них, наверное, еще долго не попаду. Но нет, вот в 2021 году у них получилось все-таки сообразить тур. Здание, в котором оно находилось, выглядело, скажем так, непрезентабельно, оно было какое-то полуразрушенное. Вот, но сам клуб изнутри был, в принципе, неплох. Касаемо ковидных ограничений, я ничего говорить не буду, просто скажу, что вот у нас все прошло достаточно гладко, без каких-либо осложнений. Клуб достаточно большой, но, видимо, опять-таки из-за ковида он был разделен на несколько частей, то есть была часть, где продается мерч, есть диванчики и бар, то есть ты можешь спокойно посидеть и провести там время. И была отдельно конкретная зона для концерта, которая была не такой большой, она была ограждена занавесом таким большим черным. К сожалению, разогрев я в этот раз, опять-таки, как и в прошлый раз, на Ре не запомнила, как-то я на него не попала. В это время я была где-то на диванчиках, смотрела мерч. Я очень долго подходила к мерчу, раза два, наверное, и думала, покупать ли мне футболку или нет от барабанщика, потому что я давно хотела. Вот. Но из-за того, что я тратила огромное количество денег, по-моему, в 2019 году на мерч, у меня просто весь шкаф в мерче, я подумала, что, наверное, нужно остановиться, но по итогу все равно купила футболку от Жени. Давайте сначала вам расскажу о том, как прошел сам концерт, и мы уже потом перейдем к части, когда я встретила ребят. Сам концерт мне безумно понравился. Если у вас есть возможность сходить, я вам рекомендую крайне. Я рекомендовала и в прошлый раз. Сейчас ребята, видимо, расширяются, у них нарастает аудитория, они уже выступают в более классных клубах, которые приемлемы, в которых звук, по крайней мере, более-менее адекватный, в отличие от Норы. Там было все очень с этим плохо. Сет-лист, к сожалению, полностью я вам сказать не могу, но очень много треков было из нового альбома, потому что это все-таки презентация. Конечно же, были их все и хиты предыдущие, такие как Hell, Death. Была песня I Killed a Man, которую я очень ждала. Она не особо популярна по прослушиваниям в альбоме, поэтому я думала, что они ее не исполнят. Но нет, все хорошо. Если мы говорим по качеству исполнения, ребята в этом плане вообще крутые. Они все выкладываются по полной программе, а потом просто максимально потные и так далее. Это нормальная история, когда люди на полную катушку работают. Звучат они максимально приближенно к тому, что есть на студии, то есть единственное, там это все зависит от звука, в принципе, в помещении, но ребята сами по себе делают все возможное, чтобы звучало обалденно. И скажу вам так, в Верке был звук достаточно адекватный, в принципе, и в этот раз я встала в конец зала, а не спереди, потому что мне уже хотелось не смотреть на них, а реально уже послушать нормально, потому что в Норе в прошлый раз я вот так вот лоб в лоб стояла, и звук был отвратительным, я нормально не смогла насладиться, поэтому в этот раз я ушла назад. И скажу вам так, если вы девочка, идеальное место либо где-то в стороне, либо сзади. Вот. Если вы пацан, вы можете куда угодно, естественно, пихнуться. Впереди вас, скорее всего, будут прижимать жестко, там будет очень потно, очень близко, вот, очень будете много тереться об других пацанов, как говорится. В середине будет мош. Самое забавное, что я потом читала в группе, там многие присылали какие-то свои рентгены или какие-то справки от врача, что у них сотрясение, и говорили: «Хей, пацан, который врезался в меня, спасибо тебе большое за сотряс».
Ну вот примерно как-то так у Слотеров проходят концерты. Из-за того, что я стояла сзади, я максимально кайфанула от звука. К сожалению, концерты всегда длятся как будто бы так медленно. Сет-лист обычно 1,5 часа или вообще 2, ну минимальный это час, но такое ощущение, как будто все просто протекает за 20 минут, и вроде бы только концерт начался, и он уже заканчивается. Были еще забавные моменты, когда мы с подругой ходили в туалет, и там была очередь в мужской, но в женском никого не было, и мы такие: господи, хоть где-то нет очереди в женский. Вот это плюс слушать тяжелую музыку, когда ты девочка. Но, ребята, энергетика, которую излучают Слотеры, она вообще... Ну, я пока что не была на таких группах, то есть она прям своя, уникальная, такая своеобразная, очень мощная, поэтому если вы хотите как-то свои какие-то негативные эмоции сбросить или просто как-то потусоваться классно, то этот концерт идеально для вас подходит, потому что я там видела, парни вообще бегают туда-сюда, они просто все своих бесов выгоняют и просто уходят потом оттуда спокойно, такие счастливые, с улыбкой на все лицо. Если мы говорим о мерче, то давайте я вам назову примерные цены, которые я запомнила. Вообще мерч распродается очень быстро, я не знаю, останется ли нормальный под конец тура, или ребята будут его, возможно, еще закупать, но толстовка стоит 3700, шапка стоит 2000, футболка стоит 1800, футболка от барабанщика стоит 1500, и стикеры есть за 200 и за 400 рублей. Это все, что я запомнила. Футболки есть абсолютно разные, есть как и уникальные какие-то для тура, так есть и их обычные, где с одной стороны Слотер ту Превелла, с другой такая маска на всю спину. Ну и давайте, наверное, перейдем к веселой истории о том, как Анжелика думала, что просто послушает музыку и уйдет, а оказалось так, что она познакомилась с ребятами. Почему я говорю о себе в третьем лице? Ну ничего. В общем-то, когда я подходила к мерчу, там был их менеджер, он продавал мерч. И Ваша, если ты это смотришь, Ваня, Ванек, просто тебе большой привет, спасибо тебе большое вообще за все, что ты сделал, просто лучший, не знаю. Я была очень рядом с мерчем, я там сидела на диванчиках, пока играла разогрев, и он просто в какой-то момент подходит и говорит: ты же To The Dream, да? Говорит, лицо знакомое. Я говорю: здравствуйте, это я, да, все правильно, да, я. Вот, и он просто мне сказал, что оставайся после концерта. Я без лишних, конечно, вопросов говорю: понял, принял, осознал. В конце концерта я подошла, собственно, к мерчу, и какое-то время я сидела там у мерча, и меня заметило несколько человек, мои зрители подошли сфоткаться. Я передаю вам большущий привет, спасибо вам большое, что подошли, вы прям меня взбодрили, мне стало очень приятно, и вот это реально бесценно, я вас очень сильно люблю, спасибо вам, что не постеснялись, что не засыковали, подошли, и просто... Большие молодцы. Так вот, погнали дальше. Продали ему, в общем-то, этот мерч, и он отводит нас в группе. Вообще у меня есть такая фишка, что если происходят какие-то вещи, которые мой мозг не понимает, я потом очень плохо помню вообще, что происходило. Возможно, повлияло еще то, что я пила пиво. Но я пила не так его много, чтобы реально не помнить половину того, что я говорила. Но у меня была такая ситуация еще на концерте Butcher Babies, когда просто немножко такой шок в хорошем плане. Ты не осознаешь немножко вообще, как это произошло, и мозг как будто бы уходит в какую-то стадию сна, и ты немножко потом забываешь, что вообще было. Но первое, что я помню, когда я зашла, барабанщик меня увидел, Женя, и сказал: думал, что ты меньше? Я говорю: да, я высокая. Как-то так начался наш разговор, я со всеми пообнималась, мы сфоткались, поболтали. Честно, я не помню, о чем я с ними разговаривала толком. Но это и не важно, на самом деле. Мне было просто приятно пожать им руку, сказать спасибо за классный альбом, познакомиться с ними вживую, там, сделать пару фоточек и так далее. И, в общем-то, я в основном проводила время с барабанщиком, с Женей, и задавала ему какие-то вопросы, которые меня интересовали, смотрела, как они разбирают установку, собираются и так далее. Александр уехал самый первый, потому что он бегом отдыхать, я прекрасно понимаю его, в принципе. И вообще классные ребята, абсолютно простые, мне было очень приятно с ними познакомиться. Просто спасибо им большое за концерт классный и за общение. Отдельное вообще спасибо их менеджеру, мы тоже с ним очень классно поболтали, я задала много интересных вопросов о Слотерах, узнала много инфы новой для себя. И знаете, я просто ржу с того, что делают обычные девочки, когда оказываются на бэкстейдже, начинают клеить музыкантов всячески там, да? Что делает Анжелика? Задает профессиональные вопросы. Просто.
Шутки шутками, но для меня было это немного неожиданно, приятно. И это опять-таки еще один такой моментик, когда я понимаю, что, наверное, все-таки я что-то делаю правильно. Последний раз у меня такое было чувство на концерте Motion is White, когда я с Крисом познакомилась, и вот в этот раз оно тоже повторилось. Музыканты и люди, которые работают в этой индустрии, очень интересные, с ними прямо общаться одно удовольствие. И, наверное, это все, что я хотела сказать. Скажу вам так, если вы хотите, обязательно сходите на их концерт. Вы не пожалеете, если у вас есть возможность поехать в другой город, езжайте, потому что ребята потом отправляются в Европу, в Америку, куда они там еще. И непонятно, когда у них снова будет тур по России, так что не теряйте зря времени, покупайте билеты, тем более, что они не такие уж и дорогие у них. И вперед, вперед! Наслаждаться классной энергетикой и выносить из себя всех бесов. Там было очень много забавных моментов, но я все сейчас не расскажу, все не упомяну, не вспомню. Спасибо вам большое за просмотр, я надеюсь, вам было интересно послушать. И напишите внизу в комментариях, какие у вас есть прикольные истории с походами на концерт. Мне будет очень интересно почитать, на каких концертах вы в принципе были, какие концерты вызвали у вас больше всего эмоций и впечатлений. Пока!